Годами фанаты считали, что знают все о Тэхёне и Чунгуке, двух душах, чья связь превосходила дружбу, музыку и славу. Но за вспышками света и бесконечными выступлениями скрывалась правда, которую никто никогда не видел до конца. Все началось тихо, слишком тихо. После того, как участники BTS начали заниматься сольными проектами, связь между Тэхёном и Чунгуком казалась отстраненной, по крайней мере, на первый взгляд. Интервью стали холоднее, совместные выступления реже, а химия, которая когда-то пылала так ярко, начала походить на угасающее пламя. Поползли слухи. Некоторые утверждали, что они отдалились друг от друга. Другие шептали, что HYBE, влиятельный лейбл, стоящий за BTS, контролирует каждое взаимодействие, каждое публичное событие, все для поддержания определенного имиджа. Но в глубине души фандом ARMY отказывались верить, что все кончено. Они видели едва заметные взгляды, тихие улыбки, едва заметные жесты, которые говорили больше, чем слова. И вскоре их правота подтвердилась. Первый сигнал пришел из Парижа. Присутствие Тэхёна на неделе моды было обычным делом. Он всегда был звездой, куда бы ни приходил. Но фанатов сводила с ума не мода, не гламур и даже не сверкающие огни Солин. Дело было в ожерелье. Внимательные фанаты заметили на Тэхёне маленький золотой кулон, почти такой же, как тот, что носил Чунгук во время своего выступления несколько месяцев назад. Это было не просто совпадение. Это был символ, и он дал начало новой теории о том, что эти двое все еще связаны, но так, как мир не должен был видеть. Кадры закулисных съемок только подогрели эти домыслы. Во время ночного эфира Чунгука спросили о Тэю. Выражение его лица изменилось. На его лице появилась легкая улыбка, за которой последовала долгая пауза. Затем он тихо сказал: «Мы все еще общаемся. Не верьте всему, что видите». Это было едва заметно, но для ARMY, которые знали каждую деталь, каждый тон в голосе Чунгука, это значило все. За кулисами молчание HYBE становилось громче. Не секрет, что HYBE тщательно контролирует имидж своих артистов. Каждое появление, каждое интервью, каждый твит проходит через фильтры корпоративной стратегии. Но что происходит, когда что-то реальное, что-то неподготовленное угрожает этому контролю? Инсайдеры начали шептаться, что HYBE управляет не только публичными выступлениями BTS, но и их отношениями. Утечка расписаний показала, что совместные мероприятия Тэхёна и Чунгука неоднократно отменялись или переносились. За улыбками скрывалось растущее напряжение не между двумя айдолами, а между ними и компанией, которая хотела диктовать, как должна быть рассказана их история. Некоторые утверждали, что HYBE опасается силы их связи, что одержимость фанатов может затмить отдельные проекты. Но другие верили во что-то более глубокое, что HYBE защищает правду, которую они не были готовы раскрыть публике. Затем наступила ночь, которая все изменила. Тэхёна видели выходящим с частного ужина в Париже. Ужин, который, по словам одного инсайдера, был не просто случайной встречей. Сообщения предполагали, что Чунгук тоже был там. Он прибыл через черный ход, избегая камер. На следующее утро социальные сети взорвались. Tay Cook in Paris за считанные минуты стал мировым трендом. Фанаты публиковали сообщения о том, что их видели, размытые фотографии и даже бронировали столики в ресторанах, которые соответствовали обеим командам. HYBE, как обычно, хранили молчание. Но молчание может быть громче отрицания, потому что всего несколько дней спустя Чунгук вышел в прямой эфир. Улыбающийся, сияющий, расслабленный. Он тихо играл музыку на фоне, и фанаты сразу узнали ее. Это был неизданный демо-трек Тэхёна. Закрытыми дверями все менялось. HYBE больше не могли сдерживать домыслы. Каждая попытка разделить их графики только усиливала подозрения фанатов. Каждое пиар-заявление только делало правду более реальной. Когда Тэхён выпустил свой сольный проект, Чунгук был одним из первых, кто публично поддержал его. Ненавязчиво, но убедительно. Он не публиковал официальное сообщение, но во время трансляции напевал несколько строк из песен Тэхёна. Фанаты сразу это заметили. Этот короткий момент разрушил месяцы слухов, но также провел границу между контролем HYBE и правдой самих парней. Впервые компания не смогла скрыть то, что происходило за кулисами. Правда не такая, какой ее представляли фанаты. Она глубже, человечнее. Тэхён и Чунгук не связаны ни имиджем компании, ни замаскированной химией. Их связь настоящая, рожденная годами доверия, борьбы и взаимопонимания. HYBE пытались сформировать историю, но правда сформировалась сама собой. Даже сейчас каждый взгляд, каждая улыбка, каждый невысказанный момент напоминает миру, что подлинность невозможно контролировать, и никакой слух не может разрушить то, что реально.
Компания может заключать контракты, но не может владеть сердцами. Тахён и Чонгук продолжают демонстрировать, что их связь выходит за рамки бизнеса. Будь то скрытые тексты песен, завуалированные жесты или едва заметные моменты вживую, послание ясно. Можно скрыть историю, но невозможно стереть связь. И именно это действительно развеяло все слухи. Не скандал, не признание, а тихое доказательство того, что любовь, дружба и преданность всегда будут говорить громче, чем пиар-заявление. Все началось с тишины. После того, как BTS объявили, что каждый из участников сосредоточится на сольной деятельности, фанаты были готовы поддерживать каждый проект с бесконечной любовью. Но никто не ожидал, насколько разными окажутся ощущения, особенно между Тахёном и Чонгуком. Они всегда были центром бесчисленных фан-моментов. От игривых шуток на сцене до нежных взглядов в закулисных клипах Тахён и Чонгук воплощали редкую искреннюю связь. Им не нужно было много говорить, их энергия говорила сама за себя. Но шли месяцы, и что-то пошло не так. Больше никаких спонтанных совместных прямых трансляций, никаких дуэтов, никаких случайных фотографий на Weverse или дружеских подразниваний во время интервью. Для фандома, который замечал даже самые мельчайшие детали, эта перемена была оглушительной. И тишина в мире BTS никогда не была просто тишиной. Это был сигнал, знак того, что что-то происходит за кулисами. Социальные сети начали заполняться теориями. Некоторые считали, что эти двое отдалились друг от друга естественным образом. Разный график тянул их в разные стороны. Другие же были убеждены, что дело не только в хайп. Сама группа разлучает их. «Зачем компании это нужно?» – спрашивали фанаты. Ответы были разными. Контроль над имиджем, управление повествованием и одержимость поддержанием идеального баланса между всеми участниками. Но в глубине души преданные армии знали, что правда не в разлуке, а в защите. И вскоре мир узнал, что именно хайп пытались защитить. Тогда слова исчезают, говорят дела. Все началось с ожерелья. Аксессуара настолько маленького размера, что большинство людей его бы не заметили. Но не армия. Они все заметили. Во время Парижской недели моды Тэфиан посетил эксклюзивный показ Селин, надев простую золотую цепочку с изящным шармом. Для большинства это была просто мода, но зоркие фанаты заметили нечто шокирующее. Шарм был такой же, как тот, который носил Чонгук во время предыдущей прямой трансляции. Совпадение? Возможно. Но затем появилась другая подсказка. Недели спустя в прямом эфире Чонгук тихо сидел в своей студии, отвечая на вопросы фанатов. Кто-то в чате спросил: «Ты скучаешь по Тэхёну?» Он мягко улыбнулся, опустил взгляд и понизил голос: «Мы все еще общаемся, не верь всему, что видишь». Это одно предложение, 7 слов взорвало интернет. Видеоролики того момента стали вирусными в считанные минуты. Фанаты анализировали каждое выражение лица, каждую паузу, каждое изменение тона. Посыл был ясен. За кадром происходило что-то настоящее. А затем появились парижские шепота. Один из фан-аккаунтов опубликовал неподтвержденную информацию о том, что Чонгука видели в Париже на той неделе, когда Тэхён был там на своем выступлении с Элин. Сначала никто не верил, пока не появились кадры из аэропорта, на которых сотрудники Чонгука садятся на рейс во Францию в сопровождении частной охраны. Хайп промолчали, но армия знали, что молчание часто означает правду. Каждая теория, каждый пост в ТикТоке, каждый скриншот подогревали тайну. Что происходит? Почему такая секретность? Откуда такой внезапный контроль над их публичными выступлениями? Постепенно начали проявляться закономерности. Когда Тэхён упомянул «свободу» в интервью о своем сольном альбоме, фанаты невольно связали это с недавними словами Чонгука о том, что «делаю, что хочу». Наконец, когда один опубликовал фотографию на фоне Эйфелевой башни, другой опубликовал похожую через час. Это были уже не просто совпадения, это были послания тем, кто обратил на них внимание. Казалось, что эти двое общались скрытыми сигналами, тонкими, тихими, но глубоко значимыми. И чем больше фанаты раскрывали секреты, тем сильнее хайп себя усиливал. К 2024 году слухи достигли апогея. Каждый раз, когда Чонгук и Тэхён упоминались вместе, реакция хайп была одной и той же – молчание или переадресация. За безупречными пресс-релизами и фотосессиями зрело что-то более дарк – темная, тихая война между аутентичностью и корпоративным контролем.